Армения всегда может положиться на Польшу, тем более в период нашего грядущего председательства в Совете Европы. Мы хотим восстановить формат восточного партнерства с некоторыми изменениями и намечаем начать обсуждение. Польша и Армения имеют теплые, дружественные отношения. Мы имеем позитивное отношение к властям и народу Армении. Армяне имеют очень ощутимый вклад в развитие мировой культуры. Мы приложим все усилия для вовлечения Армении в европейскую семью. Если армянская сторона заинтересована, значит мы готовы помочь. Мы готовы оказать содействие Армении при любой проблеме. Сближение Армении с европейской семьей и европейской политикой способствует углублению армяно-польских отношений. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции в резиденции президента Армении, отметив, что Армения является важным партнером для Польши. Он отметил важность сотрудничества в финансовой сфере, напомнив о подписанном 2 года назад в Давосе проекте, включающем сотрудничество армянской финансовой биржи и польской финансовой биржи. «Этот проект получил большое развитие и радует всех нас», — сказал Анджей Дуда. Он отметил, что Польша заинтересована в расширении экономических связей с Арменией и внедрении инновационных решений, которые взаимно помогут развитию экономик обеих стран. Президент Дуда выделил возможности сотрудничества в областях новых технологий, защиты климата и зеленой энергетики. Польша готова углублять сотрудничество с Арменией во всех сферах, где есть большой потенциал для развития. В ходе встречи мы также говорили о защите климата, зеленой энергетике, обсудили наиболее важные экономические сферы, в которых видим потенциал для развития и взаимного сотрудничества, заявил Анджей Дуда. Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул необходимость мира и стабильности в Кавказском регионе. В ходе совместной пресс-конференции с президентом Армении Ваагном Хачатуряном он отметил, что Польша готова поддержать мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Дуда коснулся текущей нестабильной ситуации в регионе, отметив, что агрессия России против Украины оказывает влияние и на Кавказ. Он подчеркнул, что мирное разрешение конфликтов является приоритетом как для Армении, так и для европейского региона. Президент Польши сообщил, что обсудил вопросы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я также говорил на эту тему с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках КОП-29. И хочу отметить, что мы хотим, чтобы армяне жили мирно на своей земле, в пределах ясных и стабильных границ. Мир, конечно, важен и для европейского региона, и мы готовы помочь, если понадобится, заключил Дуда. Прежде всего я хочу упомянуть, что мы хотим, чтобы армяне жили в мире на своей земле, имея свое суверенное государство, в Кавказском регионе в стабильных и четко обозначенных границах. Стабильность ситуации очень важна, и если потребуется наша помощь, мы готовы оказать ее, заявил президент Польши Анджей Дуда. Я спросил господина президента, видит ли он возможности для более широкого вовлечения польской стороны в конфликт между Арменией и Азербайджаном. Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда на совместной с президентом Армении Ваагном Хачатуряном пресс-конференции. Армения занимает твердую позицию по достижению прочного мира, заявил Ваагн Хачатурян. Несмотря на активный политический диалог между Арменией и Польшей и стабильно развивающиеся межгосударственные отношения, все еще существует большой неиспользованный потенциал. В этом плане я считаю, что периодические встречи армяно-польских межправительственных комиссий по экономическим вопросам являются важным инструментом с точки зрения нацеливания на новые сферы сотрудничества, а также с точки зрения разработки новых программ в уже существующих сферах. Об этом на совместной с президентом Польши пресс-конференции заявил президент Республики Армения Ваагн Хачатурян. Президент Хачатурян также сообщил, что на встрече были затронуты вопросы развития в Южно-Кавказском и Европейском регионах, возможные пути решения существующих проблем. Армения занимает твердую позицию по достижению прочного мира
решению существующих проблем посредством конструктивного диалога и переговоров с соседями. В этом контексте я представил моему коллеге инициативу «Перекресток мира», в которой должным образом представлено видение Армении по установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе, сказал он. Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с находящимся с официальным визитом в Армении президентом Польши Анджеем Дудой. Собеседники подчеркнули важность последовательного развития и расширения сотрудничества Армении и Польши в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах и подчеркнули необходимость принятия последовательных шагов по развитию торгово-экономических связей. Были затронуты вопросы, касающиеся взаимодействия Армении и ЕС. Президент Польши выразил поддержку своей страны в расширении отношений с ЕС и осуществлении демократических реформ в Армении, а также приветствовал начало диалога с Арменией по либерализации визового режима. Премьер-министр Пашинян представил Анджею Дуде последнее развитие обсуждений вокруг мирного договора между Арменией и Азербайджаном и принципиальные позиции армянской стороны. Премьер-министр подчеркнул приверженность Армении мирной повестке. 26 ноября председатель НС Армении Ален Симонян принял находящегося в Армении с официальным визитом президента Польши Анджея Дуду. На встрече, состоявшейся в расширенном составе, был затронут широкий круг вопросов, касающихся армяно-польской повестки. Президент Польши поблагодарил Алена Симоняна за теплый прием и подчеркнул, что впечатлен визитом в Армению и достигнутыми договоренностями. «Я заверяю, что армяно-польское сотрудничество будет становиться все более тесным, делая Армению еще ближе к ЕС», сказал президент Польши. Собеседники коснулись также вопросов, касающихся межпарламентского сотрудничества, экономических тем, представляющих двусторонний интерес, региональных развитий, проблемы армянских пленных, содержащихся в Азербайджане, и отношения Армения и ЕС. Президент Польши Анджей Дуда посетил мемориал геноцида армян и почтил память жертв геноцида армян, совершенного в начале XX века в Османской Турции. Президента Польши сопровождали заместитель министра иностранных дел Армении Паруй Раванесян, заместитель мэра Еревана Армен Памбухчан. Президент Польши возложил венок к памятнику жертвам геноцида армян, цветы к вечному огню. 19 апреля 2005 года парламент Польши принял решение о признании геноцида армян. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.